Ребята, я снова приветствую всех на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать интересные пирожки. Пирожки с капустой. А чем они интересные? Интересное будет тесто. Это еще один вид теста для пирожков. На моем канале есть много пирожков и с яблоками, и с картошкой, и с мясом. Но в каждых пирожках было разное тесто. И сегодня мы делаем тесто совсем по-новому. Мы в тесто будем вмешивать картошку-пюре. Оставайтесь на канале, не переключайте, и вам будет очень интересно. Все ингредиенты будут в описании под роликом. Специи, все будет в граммах. Смотрите внимательно, и будет очень интересно и вкусно. А готовить мы будем в следующей последовательности. Мы раньше нарежем картошку для варки небольшими кусочками, чтобы картошка быстро сварилась. Вот такими кусочками, ребят. Немножко поставим ее в стороночку, чтобы она немножко отдала крахмал водички. Значит, следующим этапом мы будем тушить капусту. Картошка будет свариться и капуста будет тушиться с луком и с морковкой. В это время мы с вами сделаем тесто. Вот так. Это все мы будем вырезать четверть кольца. Можно еще раз измельчить, если вы хотите. Вот так. Значит, морковочку, ребята, мы будем натирать на крупной терке. Картошечку мы промоем сейчас. Ребята, картошку мы промыли. И сейчас ее будем варить до готовности. Морковка готова, лук готов. Давайте нарежем, нашинкуем капусту. Тонко не надо сильно нарезать, потому что она будет жариться, с нее будет уходить вода. Значит, ребята, сковорода на огне, нагревается. Мы добавим буквально 2 ложки столовые масла. И давайте отправим наш лучок греться до прозрачности, до золотистой корочки. Главное, ребята, подготовить начинку. Тесто должно еще подойти, а начинка уже будет готова. Пока подойдет тесто, будет готова начинка. Ребята, сегодня какой-то особый день. Попробовал морковку, сладкая. Попробовал лучок, тоже сладкий. Тогда будем его карамелизировать, он будет еще вкуснее. И, ребята, как всегда, я хочу поблагодарить своих подписчиков. От всей души сказать большое спасибо, что продолжают верить в меня. Мне очень приятно. И поприветствовать новых подписчиков на своем канале и старых подписчиков на своем канале. Ребята, заходите на канал, смотрите рецепты, пользуйтесь этими рецептами. Эти рецепты очень вкусные и проверенные. Буду рад всем ответить на вопросы. Ребята, ваши лайки и ваши просмотры и комментарии под роликом помогают мне, продвигают мой канал. Большое вам заранее спасибо. А пирожки будут очень вкусные, я вам обещаю. Ну, подождем, когда лучок наш станет прозрачный и золотистого цвета. Ну вот, ребята, лучок наш стал приобретать вид. Начал карамелизироваться и запах.
Вот сейчас как раз мы будем добавлять морковку. Удобный контейнер. Вся морковка осталась в контейнере. Размешаем. И будем тушить. Вот примерно вот так у нас и получается. Видите? Тушечка кипит, готовится. И лучок наш жарится. Ну вот, ребят, на этом этапе мы будем добавлять с вами специи. Как всегда, вы знаете, я люблю специи добавлять в масло горячее, растительное. Так они лучше раскрываются и вкуснее. И больше насыщенности. Как всегда, добавим немножечко масла в грамульку. Добавим наши специи. Вот так, чтобы они не пригорели только у вас. Теперь мы добавим соль по вкусу. О, пошел запах наших специй. Чувствуется уже кориандр, чувствуется тмин и чувствуется черный перец. Мы будем отправлять с вами капусточку. Вот так. Ребята, значит, мы добавили капусту. Мы не будем добавлять водичку. Достаточно воды в капусте. Мы просто немножко присолим, чтобы она пустила сок. Вот мы присолили капусту. И вот она начала выделять сок. Много жидкости нам в начинке не надо. Ну вот мы сейчас перемешаем капусточку и сделаем маленький огонь. Пусть все постепенно тушатся. Давайте мы добавим молоко, сделаем нашу опару, 2 ложки муки. Дрожжи наши. И сахар. И хорошо все перемешаем до однородной массы. Мы взяли молоко примерно градусов 40. Эта смесь у нас тепленькая, должна разбудить наши дрожжи. 35-40 градусов это достаточно для дрожжей. Накроем и поставим их в теплое место. Сейчас ноябрь, у нас температура 35-36 градусов. На улице, дома 24-25, достаточно, это хорошо для дрожжей. Наша капусточка приобрела уже красивый вид. Размягчилась. Отлично. Так я говорил. Пока подойдет наше тесто, у нас будет начинка готова. Вот наша мука, мы ее просеяли предварительно. Она чистая, воздушная. Видите, какая горочка получилась воздушная. Такая вкусная. Все в меру. Смотрите, ребята, какая шапочка получилась на нашей опаре. Ну, мы прикроем еще ее, пусть немножко поднимется больше, пусть раздышится. Тогда мы будем вмешивать их в картошку. Ну вот картошка сварилась. Мы возьмем этот отвар и добавим молоко. Картошка наша сварилась. Мы взяли отвара с картофельного столько, сколько нам надо. Остальное мы вылили. Сейчас мы картошку будем превращать в пюре. Очень хорошо, ребята, протираем картошку, чтобы не было комочков. Делаем идеальное гладкое пюре. Давайте лопаточкой еще попробуем. О, отличное пюре получилось. Отличное получилось пюре, ребята. Однородное. Отличное. Все. Теперь дадим ей немножечко остыть. А дрожжи наши, ребята, разошлись. Все выше и выше поднимаются. Итак, начнем. Первые у нас уходят дрожжи. Посмотрите, какие дрожжи получились у нас. Как они ожили красиво. Посмотрите.
До последней капли. Вот так. Видите, какая пенка получилась. Вот такая пенка, ребята, у нас получилась. Видите? Значит, вслед за дрожжами мы отправляем наш картофель. Вот так. Вот так. Вот так. И хорошо перемешиваем до однородной массы. Значит, у нас еще осталась жидкость. Половину жидкости мы использовали, когда делали опару, а половину жидкости мы добавили в молочко отвар из картошки. И сейчас мы это вольем. А сколько всего надо будет все описано под роликом. Вот так. Вот получилась вот такая вот смесь жидкая. Сейчас в эту смесь мы отправим майонез, ложку. Соль. И все хорошо перемешаем до однородной массы. Значит, добавим ложку подсолнечного масла. Вот так. И, ребята, начнем вмешивать постепенно муку. Раз, два, три, 4 ложечки. И вымешиваем. Опять. Чуть больше уже можно будет. Вот так. И возьмем ложку. И ложечкой начнем. Ребята, сколько точно нужно муки, я вам в конце ролика скажу. А вы все равно пользуйтесь, какая у вас мука. Есть мука, которая больше влажности. Тогда нужно меньше воды. Я вам все расскажу, все будет в описании ролика, ребят. Вот так. Теперь можно с вами вымешивать тесто. Вот. Оставим грамм 50 муки, если надо будет досыпать при вымешивании теста. Отлично. Вот так. И будем превращать наше тесто, ребята, в шедевр. Немножко добавим еще маслица на руку. И нальем на тесто. И по кругу немножко масла, чтобы тесту было легче подниматься. Вот так мы сделаем смазочку вот такую вот. Буквально пол-ложечки масла. 5-6 минут. Больше не надо это тесто вымешивать. Ну, хорошо податливое, не клеится к рукам. Смотрите, какое тесто. Вот такая красота, ребята. Эластичное, послушное тесто у нас получилось. К рукам оно не липнет. Очень хорошее тесто. Мы еще немножко его хорошо вымешаем, чтобы оно было еще лучше. А все, больше не надо его. Вот такое, ребят, тесто у нас получилось. Вот так, к рукам оно не липнет. Ну, дадим ему настояться, дадим ему подняться, силы. Поставим его в сторонку. А я думаю, давайте мы раньше его прикроем пленочкой пищевой. Для того, чтобы создать парниковый эффект. Тогда оно сильнее поднимется, тесто наше. Вот так. Раз и два. Вот это будет парниковый эффект, ребята. Вот так. Видите, какая красота. Накроем полотенечком и отправим его отдыхать. Ну, ребята, что я могу вам сказать? Смотрите, как тесто поднялось, как заиграло, как задышало. Посмотрите, какое красивое тесто получилось. Посмотрите. Нежное и эластичное. Шикарное тесто у нас получилось, ребята.
Вот так, смотрите, какое тесто. Посмотрите, как облако. Нежное, легкое, шикарное. Смотрите, какое красивое тесто получилось, ребят. Кстати, живое. Давайте смажем руки маслом. Всем тесто немножко вовнутрь. Посмотрите, какое шикарное тесто у нас получилось, ребят. Легкое, нежное, воздушное. Давайте припорошим немножко поверхность мукой. И высыпем наше тесто. Смотрите, какое шикарное тесто у нас получилось, ребят. Как оно вываливается. Шикарно? Посмотрите. Посмотрите, какое тесто, ребят. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, ребята, какое шикарное у нас тесто получилось с вами. Посмотрите, какое оно нежное, как облако, мягкое. Посмотрите. Оно не клеится. Тут волшебные пирожки, ребята, волшебные. Давайте сделаем с вами колобочки. Вот такие вот колобочки красивые сделаем. Вот такие. Разогреем сковородку, разогреем масло. А чтобы они не заветривались, мы накроем наши колобочки пленкой. Вот так. Давайте нагреем сковородку с маслом. Вот так. Нальем примерно пол-литра масла в сковородку. Ну и начнем немножко маслица на поверхность. Смажем руки. Достанем наш колобочек. Перевернем его на другую сторону. Раскроем его. Ребята, тесто до того оно мягкое. Возьмем нашу начиночку. И сделаем первый наш красавец. Будем делать кругленькие пирожки. Вот такой красавчик у нас получился, ребят. Ну, давайте кинем первый наш. Красота. Они до того нежные получились. Тесто до того нежное, но очень эластичное и очень мягкое. Пирожки будут обалденные, ребят. А если мы возьмем ложечкой, немножко поможем его. Смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Посмотрите.
Я специально сделал пока один, чтобы заострить внимание на самом пирожке, чтобы вы видели, как он будет проявлять себя в сковородке, в масле. Потом, естественно, по такому же принципу сделаем все пирожки. Но пока давайте посмотрите, как один пирожок, как он начинает вздуваться. Посмотрите. Шикарный, шикарный пирожок. Посмотрите, какая это красота. А вот этот как. Кстати, я только расплюснул его, только его растянул. Добавил только начинку, вот он начал надуваться. Посмотрите, как он начал подниматься. Посмотрите, как красиво. Ну, ребята, время переворачивать пирожок. Посмотрите, какой шикарный, красивый пирожок получился у нас. А вот уже два чуда у нас. Масло 180-160 градусов, ребята, не больше. Желательно регулируйте температуру масла конфоркой. Увеличиваете или уменьшаете температуру. Это очень важно. Мы продолжаем, ребята, все пирожки делать точно по такому же принципу. Распластали, взяли начиночку, положили в центр. Стянули по бокам. Вот так. Тесто очень мягкое, ребята, очень мягкое. Очень мягкое и очень воздушное. Вы сами можете увидеть. И ложим швом вниз. Вот так. Ребята, и уже 3 чуда у нас жарится. Берем начиночку. Кстати, очень удобно брать пинцетом, ребята. Посмотрите. Укладываем. Если обратите внимание, начинка у меня практически сухая. И опять же, видите, мы защипываем. Она настолько нежная, настолько мягкая. Видите, какой она мягкая? Что мне приходится несколько раз масло мочить, руки мочить в масле, чтобы не прилипали. Ребята, очень нежная начинка. Очень нежное тесто. Посмотрите, какая красота. С двух сторон. Давайте посмотрим, что у нас этот можно уже вынимать. Этот шедевр уже готов. Я мукой это тесто не забил. Обратите внимание, посмотрите. Опять смотрите, все очень легко. Это тесто очень мягкое, посмотрите. Оно очень мягкое. Так поэтому можно делать или вот так, по бокам собирать к центру. Все. Вот пирожок готов. Очень быстро. Аккуратненько его берем на ладонь. Придаем ему, вот видите, посмотрите. Посмотрите. Здесь был шов. Швом вниз. Оп. Все. Посмотрите, какая это нежность. Оп. Все.
И давайте последний пирожок мы посмотрим, а все остальные я сделаю, поджарю, и мы с вами встретимся на дегустации. Ребята, наши шедевры поджарились. Как только они остынут, и будем пробовать. Вот такие красавцы у нас получились. Послушайте, как они хрустят. Хрустящие? Посмотрите, какие они получились. Тоненькие, воздушные и шикарные. Пальчики оближешь. Ребята, на этой ноте хочу с вами попрощаться, пожелать здоровья, мира и всего самого наилучшего. Пользуйтесь моими рецептами, и мне будет приятно. До новых встреч, ребята. Чао.